Привет, друзья! С вами Ухти Кухня. Впереди новогодние праздники, да не только новогодние. И сегодня хочу показать вам, как я готовлю самую популярную закуску на праздничный стол – печеночный торт в моем исполнении. Ну что, начнем? Понадобится 500-600 граммов куриной печени. Я ее промыла, подсушила. Поехали! Пропускаю через мясорубку на мелкое сито. Сюда же 2 небольших луковицы. Все, в печеночной массе разбиваю 3 яйца. О, и одно домашнее. Ёперный театр. Это называется закон подлости. С помощью венчика немножко размешиваю. Есть. Солю по вкусу. Добавляю хорошую щепотку мускатного ореха сюда. Не любите, можете не добавлять. Черный молотый перчик по вкусу. Побольше. Не надо, Сережка, побольше. Ну я же люблю. И вливаю сюда 250 мл молока. Снова перемешиваю. Ой, посмотрите, какая красота. Все, есть такое дело. И сюда же, хозяюшки, добавляю муку. Примерно 4-5 столовых ложек. Буду ориентироваться по консистенции. Для начала 4. Это примерно 100 граммов. И снова все перемешиваю. И для более гладкой консистенции, так будет вкуснее, перебью все погружным блендером. Готово. Убираем блендер. Сюда еще нужно добавить примерно 3 столовые ложки растительного масла. Я это делаю вот так вот. Уже на глазик хозяюшки привыкла. О, все. Снова все хорошо перемешиваю и отставляю тесто на 5-10 минут. Пусть немножко постоит. А я в это время сварю яйца для начинки. Примерно 5 штук. Такие вот у меня их помыла. Пусть варятся. Еще одну сковородку на огонь. Немного растительного масла. Все настолько быстро, что не займет много времени. Мне понадобятся еще вот такие ингредиенты. Пару луковиц, которые я нарежу на мелкий кубик. Выкладываю лук в разогретое масло. Ух, зашкварчало. Немного присаливаю и обжариваю до мягкости. А этим временем натру морковь на крупной терке. Когда лук стал уже мягким, начал подрумяниваться, можем смело добавлять к нему морковку. Вот так, много морковки. Будет вкусно. Да. И это еще не все, друзья. Впереди самое интересное. Овощи постоянно помешиваю, чтобы они равномерно приготовились. Видно, что на сковороде практически нет растительного масла. И овощи из-за этого плохо как-то готовятся. Я не буду добавлять больше масла, а лучше добавлю немного воды. Протушу их. Будет и вкуснее, и полезнее. Совсем чуть-чуть, вот так вот. О, пусть тут себе наслаждаются жизнью. Солнышко, яйца уже сварились. Я поняла. Убираю яйца. А на это место ставлю еще одну сковороду. Будет еще одна вкусная начинка. В эту сковородку кусочек сливочного масла. Граммов так 15-10. Столько же растительного. Совсем чуть-чуть. И мне понадобятся кислые яблоки. У меня семеринка домашняя. Беру и нарезаю на мелкий кубик. 1-2 яблочка будет достаточно, если крупненькие. Масло нагрелось. Выкладываю яблоки. Немножко присаливаю. Сюда же черный молотый перчик. И прогреваю яблоки примерно 5-7 минут, постоянно помешивая. Пусть поджарятся. Буквально через 5 минут яблоки стали полумягкими, пропитались перчиком, маслицем. Все, выключаем нагрев и ждем, пока все остынет. А в это время овощи готовы. Выключаю нагрев и даю остыть. Испекем блины. Тесто настоялось. Вот такой вот густоты оно. Если у вас получается густое, можно смело добавить молока еще. Поехали. Сковородку на огонь. Совсем чуть-чуть растительного масла перед первым блинчиком. Смажу вот так вот кисточкой. И когда сковорода нагрелась, выпекаем, как обычные блины. Перед каждым блинчиком я взбалтываю тесто. Распределяю. А вот так вот. Все, печем. Посмотрите, какой красивый. Многие спрашивают, как это ты можешь переворачивать на сковороде. Да очень просто. Когда поверхность вот такая вот скользкая, блины запросто переворачиваются просто сами. Посмотрите. Опа. Опа. У меня даже печеночные блины получаются ажурные. Потому что с любовью. Да, ставьте лайки, друзья. Еще пару секунд. Как только блин начинает вот так вот свободно ерзать, можно снимать. Красота. Тра-та-та. Ну, а я продолжаю.
Пока блины остывают, доделаю начинку. Отварные яйца натираю на мелкой терке. Сюда же натираю 2 зубка чесночка. Можно пропустить через пресс, но я так по шурику уже. К яйцам добавляю 1 столовую ложку сметаны и пару столовых ложек майонеза. У меня домашний. Ссылочку я вам оставлю. Сразу 4 рецепта, друзья. С яйцами, без яиц, на молоке. Как только нравится. Немножко подсолю начинку. И все хорошо перемешиваю. Все, готово. Соль и чеснок добавляйте по своему вкусу, хозяюшки. Нам достаточно. Убираю в сторонку и начинаю собирать торт. Посмотрите, какие блинчики получаются. Тоненькие, эластичные, не рвутся, не ломаются. Вообще просто класс. О, красота. Беру 1-2 чайные ложки смеси и смазываю блин. Беру морковную начинку и выкладываю на краешек. Вот так вот. И сюда же немного яблочек. Совсем чуть-чуть. Они дадут эту интересную кислинку в блинчике. Красота? Тра-та-та. Тра-та-та. Все, сворачиваем. Тут уже все как по накатанной. Уже можно вот так вот разрезать пополам и подать. Посмотрите, какая красота. О, сочный, вкусный, ароматный блин. Давай в рот. Это вкусно. Конечно. Ну что, вот такие вот заготовочки у меня получились. Можно, в принципе, разрезать на части и так и оставить. Но я в этом году хочу сделать по-другому. В тарелку выкладываю блин, смазываю его немного майонезом, ставлю на него разъемную форму, у меня вот такая вот, и начинаю укладывать блины, фаршированные уже, в форме улитки. А вот так вот сюда. По кругу. Да, да. И выкладываю сюда в серединку. Немножко прижимаю, совсем чуть-чуть, без фанатизма. И также сверху смазываю майонезом. Тоже слегка. Сверху выкладываю вторым слоем оставшиеся блинчики. И сюда в серединку. Красота! Тра-та-та! Снова смазываю майонезом. Ну и сверху, конечно же, чтобы слой был ровным, выкладываю еще блинчик. Его уже мы можем украсить по желанию. Верхушечку смажем еще немножко майонезом. Я оставила 1 желточек, который также потру на мелкой терке. Вот так. И зелень укропа. Да, чем не праздничное блюдо? Посмотрите, какая красота. А пахнет вкусно. Накрываю пленкой и даю настояться 2-3 часа в холодильнике. Ну что, результатом я довольна. По визуалу получилось очень красиво. И все же мне интересно, как играет в этом тортике яблочко. Я доверяю вкусу своего мужа. Сережка, хочу, чтобы ты попробовал. Именно с яблоком, хорошо? Или как? И я попробую же, конечно. Прекрасно держит форму, он хорошо пропитался. Вообще классно. Вкусно? А яблочко как? Играет хорошо? Да, да. Угу. А ну я. Яблоко сыграло свою роль. Кислинку дала, да? И вот этот Да, вкус. да. Да. Ням-ням. Вкусно. Дальше. Друзья, ставьте лайки нам с Сережкой. Я результатом довольна. Это вкусно. Вкусно-вкусно. И к тому же вы сами видели, как просто и быстро мы это сделали. Всем приятного аппетита! С наступающим!